Секрет успеха, его нету секрета. Это просто, это жизненная философия, все. Это как живешь, так у тебя все и складывается вокруг тебя. Ну, получилась неудача, ну и дальше пошли. Решить можно всегда все. Просто нужно сесть и подумать, успокоиться, не паниковать. Неправильно сказать, что он ничего не боится. Он, конечно, он боится. Но, по крайней мере, он все равно идет и что-то делает. Он не останавливается ни перед чем. Каждый человек, он рожден для чего-то. Я так считаю. Очень важно найти себя в этом мире и самореализоваться. То есть у меня не было ни блата никакого, ничего. Просто было большое желание изменить что-то в своей жизни и вокруг себя. Тебе с разных сторон говорят: это у тебя не получится, там, это не нужно. Сейчас ты ошибешься и потратишь все деньги. Вот если чувствуешь, что это твое, если чувствуешь, что тебе это интересно, если чувствуешь, что ты от этого горишь, нужно брать и делать, и 100% все получится. Нет ничего невозможного. Ну, я с детства был всегда очень любопытным и с самого детства любил что-нибудь химичить, там, смешивать различные вещества. К счастью, ни разу не дошло до взрыва, но опытов проводил всяких много, там, смешивал все подряд, совсем подряд. Любил мастерить, любил там собирать конструкторы, паял, делал всякие приспособления электрические из разобранных игрушек. И в 10 лет родители купили компьютер такой старый, серии ZX Spectrum. Это простой компьютер, который сразу встроен в клавиатуру, который практически ничего не умеет. Ну, по сути, чуть-чуть умнее, чем Dendy. И к нему шел свой учитель по программированию на языке Basic. Когда мне игры надоели, я решил посмотреть, что такое вообще программирование. А там были простые уроки, я начал их выполнять, и меня затянуло. Меня затянуло конкретно, меня затянуло тотально. Я этот самоучитель очень быстро прочел, нашел какие-то другие, их прочитал. Потом родители меня отвезли на другой конец города. Стал я ездить туда, в компьютерный клуб, где я мог программировать на так называемых больших компьютерах. Там я был одним из лучших учеников в этой школе. И хочу отметить вклад моих родителей в мое развитие. Они всегда занимались тем, что пытались как-то спровоцировать нас, у меня 2 брата, 1 близнец, 1 старший, нас на любое развитие. И всячески это поощряли. И когда встал вопрос о приобретении компьютера домой, был вопрос либо приобрести компьютер, либо стиральную машинку. Все-таки выбрали приобрести компьютер. У меня появился настоящий большой компьютер. 12 лет мне было, я очень много программировал. Сколотил банду, мы стали писать какие-то простецкие игры. Это можно было сказать, что первая моя компания по разработке программного обеспечения. Закончил школу, поступил в университет, поступил я по специальности, осознанно шел на программиста. С деньгами было туго, поэтому первые 2 года я работал кем придется. Но через какое-то время я понял, что так я и буду бегать по подвалам там, или там, таскать эти строительные материалы на стройках. Надо включать голову, надо инвестировать в себя. Я пошел на кафедру. На кафедре был молодой преподаватель, который создал свой стартап, свою компанию. Я попросился к нему, чтобы он меня научил. Я умел что-то программировать, понятно, что на коленках, не в промышленном формате. Он согласился, взял меня. За первый год я заработал аж 3000 рублей. Днем я учился, по ночам я программировал. Я купил даже ноутбук себе, был один из первых держателей ноутбуков в Томске, можно сказать. Ноутбук был бэушный, там была полоса через весь экран, но это мне не мешало. Я программировал. Стал тоже вокруг себя собирать команду, стал ездить на выставки, самые различные мероприятия, работать с пользователями, оказывать техническое сопровождение. То есть постепенно я из программиста стал техническим директором, и стартап пошел. Стал зарабатывать, и к 5-му курсу я зарабатывал очень хорошие деньги по студенческим меркам и жил достаточно хорошо. Затем наше видение разошлось на развитие бизнеса. Я ушел в науку. Я решил, что надо вот этот творческий свой потенциал посвятить кандидатской работе. Пришел в лабораторию. В лаборатории также
подбил, собрал команду, мы стали выигрывать первые какие-то гранты, мы стали разрабатывать уникальный классный продукт. Но со временем я стал понимать, что эта работа идет в стол, потому что продукт этот не становится коммерческим. Поэтому со временем интерес стал пропадать к такой деятельности, потому что хочется все-таки, чтобы были благодарные пользователи, и ты видел благодарность в их глазах, это вдохновляет, это мотивирует на дальнейшее совершенствование. Были какие-то еще попытки у меня по созданию своих проектов, в частности в Новокузнецке мы выпускали свой журнал по недвижимости. Такой инновационный весь журнал, он был цветной, там был единый мультилистинг, раньше просто отдельные агентства выкупали отдельные блоки у страниц, и найти что-то было очень тяжело в своем районе, надо было прочитать журнал от корки до корки, даже не журнал, там только газеты были отвратительного качества, а мы сделали это в удобном формате, в цветном и мультилистинг, я сразу нахожу там район, сразу вижу предложения от всех этих агентств. В Томске это было, в Новокузнецке почему-то не было на тот момент вообще. Но мы не учли один нюанс. Нюанс заключался в том, что конкуренты, оказывается, не такие идиоты, как мы о них думаем, бывают, по крайней мере, и они очень быстро скопировали этот формат и демпинганули по цене. И за этим делом авантюра закончилась, и я остался грустить с долгами и зарекся. Сказал, больше никогда никаких своих бизнесов, ну его. Хочу на выходных спать, хочу ходить в отпуска, хочу стабильную заработную плату без этих долгов. Но постепенно долги отдавались. И опять чесались руки, чесалась голова, мозг, непоседливый, все, хотел каких-то новых приключений. И ко мне обратился знакомый, который предложил создать совместный городской портал с объявлениями. Потом оказалось, что городские порталы штука хорошая, но кушать тоже что-то надо. Пришлось искать заказчиков на разработку сайтов. Пришлось нанимать каких-то программистов, дизайнеров, потом выяснять отношения к заказчикам постоянно, потому что рынок в Томске очень нехороший в этом плане. Каждый студент за 3000 может на коленке что-то сделать, и люди не готовы платить больше, чем 3000, и не понимают, что такое качественный там дизайн, качественный сайт, сколько это может стоить. Был 2008 год, был разгар кризиса. В общем, такая депрессивная обстановка, никто не вкладывается ни в рекламу, ни в сайты. И мы придумали новый концепт. Мы первые в Томске стали делать виртуальные 3D-туры. Ситуация ухудшалась, долги копились. Бессонные ночи увеличивались, и люди стали уходить, те, которые были в основании этой компании. И я уже думал эту компанию закрывать благополучно, потому что у меня была аспирантура, бросать ее тоже я не хотел. Но ко мне присоединился товарищ, так у меня появился соучредитель, и мы там серьезную работу провели, мы наняли большой отдел продаж, они там действительно продавали, программисты, там дизайн, все по-взрослому. Но не учитывали тот момент, что рынок абсолютно мертвый. Поэтому через какое-то время мы поняли, что нельзя туда двигаться, хотя у нас уже там обязательств было достаточно много набрано. Ко мне присоединилась моя будущая супруга в компанию и взяла на себя очень трудный пласт работы, а именно весь документооборот, налоговая, бухгалтерия, кадровая деятельность, юридические аспекты. И так как она программист, она все это еще автоматизировала. Как мы начали заниматься тем, что нам стало наконец-то приносить деньги? Мы выиграли грант на 1 000 000 рублей, бешеные деньги на тот момент, и стали думать, а куда его девать. И ко мне обратился мой товарищ, бывший одногруппник, он работал в питерской компании «Аскон», и он сказал, а давайте вы создадите программный продукт для проектирования линии электропередачи. И попытались на скоку этот продукт сделать. В итоге с наскоку не получилось, кое-как его там наконец-то сделали, потому что опыта промышленной разработки не было, программного обеспечения. Выпустили на рынок, рынок сказал, ну у вас, конечно, продукт хороший, только нам надо еще в 4 раза больше. Тогда, может быть, мы купим. Кое-как с грехом пополам мы его наконец-то довели до какого-то продаваемого уровня, выпустили наконец-то на рынок, хоть какие-то там копейки с него начали получать. И этот продукт увидел компания вот эта вот Аскон питерская, сказала, ух ты, а у нас еще есть такие идеи, у нас еще есть заказы, мы можем доказать разработку различных модулей. И они стали нам заказывать, платить за это деньги, они стали рекомендовать нас своим клиентам, свои клиенты стали рекомендовать своим каким-то партнерам. И таким образом у нас развился отдельный отдел именно в этом направлении, в направлении разработки инженерного программного обеспечения. Таким образом, вот мы стали заниматься тем, чем мы сейчас зарабатываем основные, ну почти все, собственно, деньги. Все остальные направления мы закрыли. Компания работает на международном уровне. У нас есть заказчики
В Соединенных Штатах, в том числе очень крупные заказчики, например, есть заказчики компаний, которые входят в топ-5 крупнейших компаний мира. География деятельности очень широкая, ну и, естественно, Россия, это СНГ. 90% штата у нас расположено в Томске, мы любим Томск, любим наш город, здесь нам нравится. Наша компания 8 лет подряд, она удваивает оборот. Вот как зачарованный, как заколдованный, я не знаю, в чем дело. Не знаю, как это получается. Каждый раз я думаю, что это последний раз, уже, дальше уже никак не увеличишь, чтобы 2 раза прыгнуть, это невозможно. Каждый год потом оглядываешься и думаешь, надо же, а мы опять смогли. Причем это увлекает, это как игра. Причем победа идет над собой. Ты играешь, сможешь ли ты превзойти собственный интеллект в следующем году. Это очень интересно, особенно когда игра идет командная. Rubius — это не просто компания, это не просто там место для зарабатывания денег или система для зарабатывания денег. Это целый мир. Собираем вокруг себя только лучших людей, с которыми нам комфортно работать. Не просто потому, что они винтики и хорошо выполняют там свою функцию. Они нам должны быть симпатичны как люди, они должны быть нам интересны как люди. И мы должны стремиться к тому, чтобы работать в команде, вместе, мы должны с удовольствием идти на работу. Отсюда выстраивается целый мир. Это специальная система бонусов. Мы поощряем спорт, мы бесплатные завтраки, постоянное обучение, семинары образовательные, постоянно вот это вот рост, постоянно бурление. Это специальная волшебная такая творческая атмосфера, в которую окунаешься, тебе хочется чего-то сделать. Самое интересное для меня — это заниматься любимым делом. Все деньги, они остаются в компании, они переинвестируются, они вкладываются во что-то новое. И вот это меня и вдохновляет. Именно это меня мотивирует. Я просыпаюсь с утра и думаю, а если попробовать вот так вот, что получится? И бежишь на работу, и командно начинаешь вот это вот проверять, что получится. Ради интереса, не ради денег, не ради какого-то там финансового результата. Молодым бы я посоветовал найти себя, найти то, что увлекает. Если вы найдете какое-то дело, которое вас вдохновляет, то, в которое вы готовы посвящать всего себя, всю свою энергию, когда вы там под душем моетесь, и вам приходит какая-то идея, среди ночи в 4 часа утра вы просыпаетесь и просто понимаете, что вас осенило, например. Вот тогда вы вот эту идею с гораздо большей вероятностью доведете до какого-то результата, и при этом будете получать массу удовольствия и заряжать этим удовольствием окружающих людей. Вот это ценно. После того, как вас вдохновит и осенит, вы все равно не сможете остановиться. Поэтому можно, конечно, желать. Не бросайте свое дело, там, упрямьтесь и бейтесь головой об стенку, но все равно пытаетесь сквозь нее пройти. Но если вы одержимы, то оно само так получится. Вы просто не сможете жить иначе.